Десятый студийный альбом группы Bad Company был выпущен в 1992 году. Альбом выходил на виниле, кассетах и CD. Этого альбома в моей коллекции нет. Сейчас можно купить оригинал этого альбома на Discogs по цене от 150 до 350 евро. Это последний студийный альбом Bad Company с Брайаном Хоу в качестве ведущего вокалиста. Фактически, вскоре после выхода альбома Holy Water Мик Ральс взял отпуск, заставив группу привлечь на его место гитариста Джеффа Уайтхорна для съемок видео и основной части очень длительного концертного тура. Брайан Хоу вспоминал: «Ральс отказался ехать в концертный тур, потому что, я думаю, он был недоволен отсутствием его песен на последнем альбоме. Но он не написал ни одной. Так что, знаете ли, это немного странно. Он как бы схитрил. Сказал лейблу: я не собираюсь гастролировать с этой записью, поэтому и концертного тура не будет». А лейбл ему ответил: «Хорошо, мы проводим концертный тур, а если вы не хотите в этом участвовать, вы можете оставаться дома». Bad Company продали так много альбомов и билетов на концерты, что их лейбл и руководство были заинтересованы в том, чтобы группа работала как можно больше и дольше. Ральс вернулся в апреле 1991 года во время концертного тура группы, а Уайтхорн присоединился к группе Procol Harum в декабре 1991 года, с которой он играл до их распада в 2022 году. Работу над записью альбома Here Comes Trouble вели 3 члена группы – Мик Ральс, Саймон Кирк и Брайан Хоу с помощью студийных музыкантов. И снова Терри Томас. Не только как автор большинства песен, но и продюсер, звукоинженер, музыкант и вокалист. В то время к Bad Company присоединился также бывший гитарист ASAP Дэйв Бакет Колвелл в качестве второго гитариста. Довольно интересная обложка альбома, где мы видим маленького байкера с младшим братом. Фанаты группы по этому поводу шутят, что плохой мальчик с обложки альбома Dangerous Age вырос маленького байкера. На альбоме Here Comes Trouble мелодичные, добротно составленные, хорошие рок-песни, хотя особой оригинальностью они не отличаются. Песня, открывающая альбом How About That, стала самым популярным синглом с альбома, поднявшись на вершину чарта Album Rock Tracks в США. Заглавный трек Here Comes Trouble был менее популярен, но часто звучал на классических радиостанциях. Песня Both Feet in the Water, закрывающая первую сторону альбома, звучит как классическая песня репертуара Bad Company. Остальные песни альбома не являются чем-то особенным, но вполне заслуживают вашего прослушивания. Альбом Here Comes Trouble стал золотым. Альбом поднялся на 40-е место в чарте Billboard 200. Синглы, выпущенные с него, попали в чарты. Этот альбом не входит в число классических работ группы Bad Company, но если вы поклонник стиля аора, мелодичного рока конца 80-х, последние работы группы, включая этот альбом, будут вам интересны. Перед туром в поддержку альбома Here Comes Trouble группа добавила бывшего басиста Foreigner, Roxy Music и Small Faces Рика Уиллса, который своей игрой привнес в песни больше блюз-рока. Брайан Хоу покинул группу в 1994 году. Брайан добросовестно и результативно исполнял роль лидера группы. У него был свой стиль, он не пытался копировать Пола Роджерса, не подавлял остальных членов группы. Относительно своего ухода из группы Хоу заявил: «Уход из Bad Company не был сложным решением. Дошло до того, что никто ничего не вносил в написание песен. И, честно говоря, группа становилась очень и очень небрежной в концертных выступлениях. Я просто вместе с Терри Томасом устал делать всю работу, а затем получать за это только обиду от Мика и Саймона». Брайан Хоу рассказывал, что Atlantic Records не хотели, чтобы он уходил из группы. Они ему говорили: «Пока ты остаешься, мы тебя прикроем». Они обещали Брайану, что будут заботиться о нем, если он останется в группе и будет писать песни. Но Брайан Хоу объяснил: «Я не знаю, что это говорит обо всем, но это была очень неблагополучная группа. Это действительно было так. Это не было удовольствие. Это была несчастливая группа». Хоу добавил: «Вы услышите от них, что все зависело от меня.
и я был невозможным, и я был тем, и я был этим, и я пытался захватить группу, что совершенно не соответствует действительности. Эти ребята просто не хотели работать. Они не хотели работать на своей работе. Они просто хотели пойти в студию, пошалить и подумать, что все так, как в старые времена. И все. Скажу честно, я бы хотел иметь в своей коллекции винила альбом Here Comes Trouble. Это довольно-таки хороший, типичный представитель рок-сцены тех лет. 11-й студийный альбом группы был выпущен в 1995 году. Альбом выпускался только на CD. Альбом назывался Company of Strangers. В моей коллекции этого альбома, соответственно, нет. После ухода из группы Брайана Хоу в 1994 году в качестве вокалиста к группе присоединился Роберт Харт. Харт с Bad Company принимал участие в их концертах, в том числе в США и Канаде. С ним подписали контракт, дав право исполнять, писать и записывать песни и альбомы, а также получать роялти, как полноправному члену Bad Company. На альбоме Company of Strangers 4 песни написаны с участием Харта, включая песни Judas My Brother, которую он написал самостоятельно. И надо отметить, что стиль вокала Харта – это своего рода возвращение к привычному вокалу ранних работ группы Bad Company, что абсолютно не было похоже на пение Брайана Хоу. На альбоме хорошая гитарная работа Ральса и второго гитариста Дэйва Колвелла. Начинается альбом с заглавного трека Company of Strangers. Эта песня показывает, что группа стремится вернуться к стилю своих сильных песен, хотя и с современной аранжировкой. Хорошая медленная песня Loving You Out Loud, закрывающая альбом. Неплохой ритмичный и напористый рокер трек Clearwater Highway. Неплох трек Jimmy Jimmy, стандартный рокер. Приятная фолк-баллада Little Martha и медленный трек Where I Belong. Хороший трек Abandoned and Alone с отличным вокалом и хорошими гитарными соло. Ритмичный трек Down 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 заставляет вас кивать головой в ритм песни. В песне хорошие соло-гитары. Неплохие мелодичные треки Judas My Brother и Company of Strangers. Вообще по песенному материалу альбом довольно ровный. В своем обзоре Company of Strangers Стивен Томас Эрлевин написал: Company of Strangers – еще один типичный релиз воссоединившейся Bad Company. Хотя музыка безусловно совершенна, а музыканты-профессионалы со вкусом, на альбоме мало примечательного. Ни одна из песен не предлагает чего-то особенного. Нет запоминающихся мелодий и хуков, нет впечатляющих гитарных соло. Bad Company не позорится на этом альбоме, но и не дают старым поклонникам повода вновь заинтересоваться группой. Я думаю, здесь мы видим часто встречающуюся ситуацию. Если бы этот альбом выпустила какая-нибудь малоизвестная команда, то его считали бы успешным. Но здесь звезды рок-сцены и соответствующие им ожидания у слушателей. И просто хорошего альбома всем мало. Тем не менее, любители классического мелодичного хард-рока смогут получить удовольствие, прослушав этот альбом.